Здравствуйте. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, преобразование сознания человека через сознание Бога. В данной теме я показываю, каким образом следует совершать управление посредством выделения такой функции управления, как сознание Бога в первую очередь, и умение, выделить концепцию или, так скажем, стройный ряд, человеческого или личного сознания и суметь путем соприкосновения с сознанием Бога получить преобразование, посредством которого осуществляется управление. То есть в данном случае само управление осуществляется, вообще говоря, в момент преобразования. То есть мы имеем здесь, в общем-то, практически совмещение и действия, и управления, как обычно и происходит у Бога. Сознание, действие – это и есть управление. То есть момент реализации сознания – это и есть управление. То есть там как бы нет разделения между самим действием и выполнением задачи. То есть не сначала у Бога стоит цель управления, потом это управление, например, как-то реализовывается, и только потом наступает результат. У Бога это все соединено воедино. И получается, что когда человек свое сознание переносит именно в эту структуру преобразования, он получает, в общем-то, однотипный элемент управления. То есть у него и цель, и действие, и результат по времени фактически концентрируется на уровне реализации управления. То есть в данном случае основной функцией управления является то, что вы цель управления, то есть результат, выбираете уже из свершившейся величины. Бог, создавший реальность, Он уже имеет все явления реальности, поэтому фактически его действие в его сознании – это как бы выборка каких-то элементов из того, что уже существует, для Бога. Но для Бога, получается, сам факт существования реальности – это все-таки его первичное действие. Если задуматься над тем вопросом, когда Он, например, впервые воспринял, например, всю реальность до ее осуществления, то, получается, он же где-то находился и где-то был, и где-то своим сознанием воспринимал реальность. Так вот, это есть уровень, где он фактически создал структуру собственного сознания. То есть в этой лекции я выделяю именно в чистом, так скажем, виде для восприятия человека именно структуру сознания Бога. И получается, что создание именно сознания – это определенные такие, так скажем, сверхскоростные процессы, которые содержат, в общем-то, следственный элемент именно сознания уже, предположим, человека, какие-то элементы мира. То есть получается, что если задаться вопросом, что было до первичного уровня создания всего для Бога, то получается все то же самое и было, Потому что сознание обладает однотипной функцией. Если сейчас сознание Бога имеет реальность, то эту функцию сознание Бога имело всегда. То есть для логической точки зрения достаточно, в общем-то и просто понять эту систему реальности. Но тем не менее, когда мы начинаем преобразовывать сознание человека через сознание Бога, мы должны достигать подобных функций управления. То есть любое действие, которое осуществляется для человека позитивное, это действие должно существовать всегда, то есть во всех системах реальности. И тогда мы отождествляем сознание человека и Бога, и получается преобразование в какой-то момент времени. И здесь основным все-таки элементом управления является то, что так как для Бога все явления объединены в один уровень личного действия, то для человека это то же самое, что выбор личного решения в какой-то момент. То есть он просто определяет внутренним каким-то уровнем, что должно происходить определенное действие. То есть мы должны именно глубоко и очень проницательно, даже прогностически посмотреть на личность человека в целом даже. То есть личность одного человека это понятно, но ведь речь идет о том, что личность каждый человек имеет такие возможности. Получается, что осознать личностную конструкцию, тем самым суметь уединиться в структуру абсолютного управления, то есть умение
иметь и общее управление, да, и совершенно частное. То есть в общем управлении видеть, что частное – это только ваше личное восприятие, ну, как бы все-таки себя как личности. То есть вы видите личностную структуру. И тогда получается, что для вас весь мир тоже существовал, причем всегда. Вот здесь вот можно выявить структуру вот именно этой реальности, которая свойственна и является, вообще говоря, жесткой структурой сознания Бога. То есть вы на личностном уровне выявляете то, что для Бога существует, ну, как бы само собой, да? А вам приходится, в общем, ну, структуру собственной личности выводить на управляющий контекст. То есть, как бы напряжение управления здесь выделено в то, что это для вас управляющее действие, то есть волевое, концентрированное, но это достаточно, кстати, действие, в общем-то, оздоровления, во-первых, сильное наступает, но еще и здесь личность становится практически как бы неприступной к внешнему воздействию. Причем, если это управление держать долго, то, в общем-то, любого толка. Тогда возникает, то есть нельзя радикально воздействовать на личность с точки зрения смены там какой-то парадигмы развития личности, да, задач. И мы можем видеть, что в подструктурах, то есть в подзадачах данного управления, очень четко проявлена, опять же, личностная характеристика и Бога, и человека. Вот здесь сознание Бога и человека совпадает. И они совпадают, кстати, именно в здоровье человека. В здоровье направлено на вечное развитие. То есть вот обратите внимание, что здоровье человека, направленное на вечное развитие, имеет все-таки определенное отличие от обычного, ну, скажем, здоровья человека, где такие задачи не ставятся. Потому что даже технологически в вечном развитии человек должен уметь, например, там, омолаживаться, должен уметь управлять событиями и так далее. Да? То есть, получается, здесь есть отличие технологического толка даже. Это понятно. Поэтому получается, что когда мы работаем, например, над структурой именно все-таки сознания Бога, то мы видим следующий уровень управления, что для Бога действие, например, разовое, то есть, например, Бог находится в системе управления всем миром, и для него действие, вот как для тела человека, да, таково, что тело человека как бы в приближенном, что ли, состоянии реальности к Богу, к физическому телу Бога, не дифференцирует, то есть любой элемент реальности для тела совершенно одинаков. То есть Бог управляет за счет того, физическим телом, так скажем, да, что всю реальность Он делает такой, которая свойственна его сознанию. Вот если для человека задать, например, такой вопрос, для человека как дифференцируется его собственное сознание? То есть вот приближение там, фазы сознания, какой-то волны сознания. Есть мышление, есть восприятие, есть структура сознания именно. Вот это, в общем-то, совершенно конкретная область информации, обладающая именно определенной формой, там, золотистое свечение. То есть там все-таки другие нормы управления в структуре сознания, нежели, например, управление душой, духом или, например, там, мыслью. То есть получается, что мы имеем здесь очень четкое понимание того, что человек, когда выделяет, например, стремление сознания к себе, то есть, предположим, выделяет чистую, да, каноническую, жесткую фазу сознания, начинает эту структуру продвигать к себе, то мы получаем фактически однотипное действие. Бог всегда работает в структуре своего сознания. В тот момент, когда человек может эту оптику как бы просто на себя надвинуть, там, взять ее там, золотистым цветом, волной, пройтись, но нужно, чтобы идентификация была, что это лично ваше сознание. И когда вы начинаете управлять сознанием как чистой величиной, то вот система преобразования сознания при взаимодействии или там, через сознание Бога, это есть работа, в общем-то, с достаточно управляемой средой. То есть можно там, повысить уровень сознания, сделать более расширенным, сделать бесконечным, сделать так, чтобы сознание обеспечивало вечное развитие конкретного человека или там всех сразу. И для этого просто, как оказалось, вот, при технологии управления через именно преобразование, через сознание Бога, достаточно всего лишь навсего знать вот механизмы этого преобразования, то есть уметь стыковать фракции сознания человека и сознания Бога
на уровне часто, обычных, в общем-то, бытовых действий. Например, чтобы АЭС не взорвалось где-то там через 10 лет, и в бытовом действии было заложено действие, препятствующее взрыву там, АЭС, например, да, то можно пройти через структуру, что к тому времени именно АЭС такого вот горячего типа, что, например, уже не будет в этом месте. То есть будет, например, другая энергетическая установка, которая не опасна для людей, да, первый элемент управления. И как бы это место, я имею в виду там любое место, которое может быть на территории Земли. Дальше мы можем рассмотреть проект, пусть, например, там на Луне находятся какие-то проблемные системы, пусть они нас обеспечивают энергией, да, но ведь формально как один из уровней управления это возможно, но мы не можем вредить ни в одной системе реальности. Поэтому с точки зрения сознания Бога нужно создавать систему, которая бы функционировала, в принципе, тоже как сознание Бога. То есть, получается, когда мы начинаем реагировать на структуру внешнего мира, как на структуру все-таки сознательной реакции системы, то есть вкладывать смысл сознательной реакции с точки зрения вечного развития любой системы, то есть механизмы, машины и так далее, тогда мы начинаем уже контролировать, в принципе, более, так скажем, глубоко и состояние сознания на уровне физического тела человека. То есть достаточно такой, прямой, что ли, уровень взаимодействия. Чем глубже сознание человека контролирует внешнюю систему, тем глубже человек контролирует сознанием себя, получается. И, то есть простой пример, чем больше человек занимается целительством, чем больше он лечит, тем больше накапливает опыта, да, получается, тем более он здоровеет тогда. Как мастерство возрастает и все. Или он больше занимается управлением, значит, он больше, естественно, ресурсов управления применит к своим задачам. То есть вот как бы прямая система взаимодействия, внешней и внутренней, да, системы, личной и как бы общественно выраженной. То есть получается по аналогии, просто уже по аналогии от человека к Богу, видно, что чем больше охватывает в единицу времени, так скажем, да, сознание Бога внешней реальности, тем глубже его сознание как бы отражается на нем самом, то есть глубже как бы входит внутрь его там физического тела, так скажем, да. То есть мы это, в общем-то, знаем логически, с точки зрения логики человека, но с точки зрения Бога он все охватывает вообще мгновенно. И получается, что вот этот мгновенный охват, это есть как раз-таки вечное физическое тело человека, это информация. То есть, на самом деле, никакой другой системы, вот, чтобы именно сделать, так скажем, показательной, социально показательной эту систему, именно управления, вот, ничего другого нет, потому что как только мы показываем, что вечный уровень человека существует, то ясно, что человек в этот момент все может освоить. То есть внешний мир приравнять как бы к внутреннему управлению. Внутренние задачи всегда реализуются во внешнем мире или во внутреннем мире, да? Духовном, там, чувственном и так далее. То есть уравнивается позиция внешняя и внутренняя, что и есть сознание Бога, кстати. Там первичный уровень, он действительно уравнен. Ему же, Богу, в общем-то, это однотипная система. Он может влиять и на внутренний мир, и на внешний одновременно, или синхронизировать влияние. Тогда возникает вопрос, как Бог развивается, вот в чем он вообще видит свое развитие. Вот с точки зрения человека, понятно, должны существовать какие-то действия. Вот с точки зрения Бога это часто мгновенное регулирование всей реальности. То есть регулирование не приводит к тому, что реальность видоизменяется, он все равно все знает, да? Он уже все совершил. А здесь именно восприятие такое, чтобы восприятие такое было свойственно человеку. Это передача знаний для человека фактически. Это есть развитие и изменение структуры информации вокруг Бога, потому что личная свобода человека – это есть его развитие. Для чего еще и понятно, Бог сделал абсолютно свободным человека, чтобы видеть, получается, собственное развитие. При полной свободе он имеет, значит, личностное, убежденное восприятие человека, что он совершенно свободен, а так и есть, и он развивается, и получается, что абсолютно свободное сознание человека, его развитие, это есть то, что является задачей Бога, а задача это и есть развитие. То
То есть задача Бога есть развитие. Как только человек научится жить вечно, задача Бога есть следующая уже задача, да? Он должен уметь создавать реальность физическую человека. И получается, что, имеется в виду в том уровне, в котором он там посчитает нужным, в созидательном уровне управления и так далее. Например, человек там научился создавать реальность. Существует следующая задача, да? Чем больше он выполняет, тем он ближе к Богу, именно физически подходит, да, на уровне управления. Получается, что вот именно интеграция, то есть действовать, может быть, не конкретно так, как Бог вообще, а по крайней мере стараться делать так, да, или по каким-то отдельным направлениям, там, вечное развитие, создание реальности и так далее. И здесь возникает следующий момент, в чем-то, да, отличие, да, вот, например, в бесконечном развитии сознания Бога и человека. Вот человек может вечно жить, он может управлять, а дальше, вот как раз-таки дальше задача при именно мгновенном, так скажем, да, создании мира возникает следующий элемент. Чтобы создать две соседние точки, скажем, в элементарной физике известно, да, такое действие, все равно нужно там взаимное действие, какое-то взаимное действие. И вот элементом взаимного действия Бог выбрал человека. То есть, став человеком, или предварительно став человеком, да, скажем так, он выбрал человека. То есть, именно взаимность – это все-таки личностная характеристика. То есть, когда уже человек там все может, он может делать элемент там вечного развития, получается, у него остается только элемент личного взаимоотношения с Богом. И все. То есть, и когда он уже начинает это понимать, его личность становится действительно абсолютно свободной, он может, да, творить тогда все, что он захочет в созидательном, конечно, плане, а дальше уже только будет так речь стать, потому что иного уровня развития не предусматривает определенного уровня сознания. И тогда получается, что вот именно интеграция как бы сознания человека или человечества, да, в сознание Бога, или преобразование через сознание Бога, это есть уровень все-таки личностных понятий. То есть человек должен быть глубоко убежден в чем-то конкретно, например, одном или там во всем сразу, но он должен очень четко понимать, что именно сознание Бога, где вопрос решается сразу, предположим, да, как управляющий элемент, это очень сильное, в общем-то, управление для, скажем так, точных систем управления, в том числе, например, если вы можете синхронизироваться или там преобразовать свое сознание через сознание Бога, оставив как бы следственный элемент, как знание фактически, да, на сознании своем, то сложные элементы, такие как микроплаты какие-то, их можно восстанавливать, можно детально, скажем, делать управление с точки зрения прогностических там техногенных систем, можно восстанавливать какие-то микроклетки вплоть до колебаний атома там, в молекуле, в теле человека и так далее. То есть это очень точная, скрупулезная фактически система управления. То есть можно через эту систему делать вещи, которые как требуют совершенно точного подхода, например, там, чтение книг на расстоянии, да, или же умение, скажем, выразить, предположим, управление таким образом, что вам нужно совершенно четко там, провести какое-то управление в организме человека, там, одну нужную клетку провести куда-то или там, ненужные клетки вывести. Конкретно с этой технологией можно научиться видеть совершенно четко личное действие частное и одновременно контролировать всеобщее действие, не уменьшая концентрации по личному направлению тому, которым вы сейчас занимаетесь. То есть, что вы там лечите, или вы, например, делаете какое-то стратегическое управление. Так вот, здесь очень четко выявлена система управления именно стратегическими задачами, то есть стратегически отдаленные цели, задачи. И более того, через эту систему можно видеть достаточно прозрачно все события свои, причем точно. То есть воспринимать события точно, не детализируя их. Потому что если воспринимать через детализацию, это все-таки трата времени, то есть в этом случае вы можете контролировать, конечно, но пока вы втягиваетесь в одно событие, в коррекции какого-то там одного своего события или там других людей, то получается, что вы тратите время, а вот полное поле контроля, да, в этот момент как бы становится, по ощущениям, по крайней мере, при первичном управлении, как бы менее контролируемым. Дело в том, что на самом деле, если вы точнее контролируете часть событий, то вы еще больше все-таки можете контролировать отдаленные системы. Вам главное уметь контролировать
то, что связано с идеологией все-таки вечного развития, с идеологией абсолютной, например, нормы, да, созидания. И когда вы в такой вот как бы абсолютизированный несколько статус вводите в свое сознание, то это тоже одна из точек стыковки с сознанием Бога, где вот именно движение, скажем, уже любых других систем, то есть развитие структуры души, значит, например, действие духа или там восприятие, если человека будет выражено таким образом, то вы можете вполне увеличивать, например, систему восприятия. То есть можете фактически развивать управляемое ясновидение, получается. То есть для этого вам нужно уметь контролировать в условиях там какой-то внешней, ну, как бы несколько хаотичной иногда системы, да, казалось бы, или там какой-то системы, которая не соответствует там, вашему уровню, предположим, мышления, и при этом вы можете в условиях, ну, там, в принципе, любой внешней среды, чтобы там ни происходило вокруг, делать все равно целевое управление. То есть вы не будете зависеть от того, что если там системе управления, в самой информации управления, даже не физического типа, да, значит, идут какие-то там помехи или вам приходится на что-то отвлекаться, то вы, в принципе, можете в структуре именно сознания Бога развивать все время точное управление. Ну, как бы тянуть мысль, да, все время тянуть практически в одну систему управления. И когда вы, например, вот эту мысль как бы затягиваете в, ну, собственно говоря, в какую-то одну систему управления, то есть ведь критерием вообще управляемости процесса, да, критерием, собственно говоря, какого-то уровня управления того или иного всегда, значит, является все-таки то, что вы целевое управление как бы вытягиваете в какую-то ту отдаленную или там среду, где обязательно совершается управление. Ну, как бы вы проходите какие-то системы, значит, одну за другой, и при этом, независимо от того, какие информационные там потоки, системы стоят, физические или информационные, вы доводите управление до логического уровня. Да? Так вот, свершаемость управления – это есть то, что для Бога является единством и цели, и действия, и результата. То есть Бог в любом случае совершает свое управление. Единственное, что у Бога все-таки нет деструктивного совершения, то, что есть с точки зрения мышления людей. И когда мы рассматриваем, например, если мы рассматриваем процесс там, всеобщего воскрешения как тот процесс, что, вот, например, у какого-то человека возникает мысль, что да, это, например, всеобщее воскрешение – это норма. С этого момента, как кристаллизация, может быть всеобщее, да, воскрешение произойти в этот момент. То есть действие Бога, Бог контролирует и смотрит, в какой момент и почему. У него есть свои системы связи. Почему в какой-то момент должно быть всеобщее воскрешение? Почему в какой-то момент люди должны там очень быстро научиться, да, технологиям вечной жизни? То есть именно как бы за счет сознания одного, там, двух или там множества людей. Логически понятно, что чем больше людей, тем лучше для обучения других. Но тем не менее достаточно одному человеку, скажем, там, сферу сознания увеличить, то есть научиться одному именно человеку, как бы от и до всему, и все, его личное свечение очень интенсивно там, в телепатии или за счет его образа быстро передать знания уже следующим и так далее. То есть получается, что следующий уровень интеграции сознания Бога и человека, именно преобразование через сознание Бога, это тот уровень, где вы как раз-таки видите саму, в общем-то, скажем так, природу вещей, преобразованную сознанием Бога. То есть можно видеть следующие как бы отдаленные события, уметь стыковаться там, например, сознание Бога в каких-то отдаленных системах управления, но надо еще уметь определенную как бы природу вещей с точки зрения вечного развития видеть через сознание Бога. То есть уметь налагать сознание Бога и смотреть как через некий фильтр, что ли, через некую такую укрупняющую оптику, да, что происходит с вещами, например, там, обычными, какими-то там вещами, которые в обычном пользовании у человека. И вот постарайтесь сделать такой технологический прием, просто взять и просмотреть форму этих вещей, то есть систему свечения, да, систему преобразования. И вы начинаете видеть, что в принципе вещи достаточно взаимосвязаны между собой. То есть можно иметь какую-то одну вещь, и логические линии приводят
какому-то действию, да, которое планируется, например, в будущем, и через вещь можно определить, какое действие. Но ведь есть один какой-либо материальный объект, да, возле человека, он может взять любой, например, сотовый телефон, значит, и через сотовый телефон всю картину мира рассмотреть, все вещи связаны, все явления связаны. То есть, если действовать подобно, то получается, что Бог через каждый элемент получает всю информацию. Но тогда для него нужен один элемент, да, он сам. То есть ему нужно физическое тело человека. Следовательно, физическое тело человека имеет ту систему преобразования через сознание Бога, что вся информация как бы внутри тела, скажем так, в пределах физического тела существует. Тогда возникает уже поисковая система для сознания человека. Найти, где, в какой момент реагирует, например, физическое тело человека, и из какого уровня исходит управляющий контекст. То есть когда физическое тело человека воспринимает фактически как бы, систему внешней реакции. То есть есть некое явление реальности внешнее. Тогда что конкретно в теле срабатывает, да, чтобы определить, продифференцировать, да, систему и суметь обратно управляющий импульс как бы отправить. Так вот, здесь целая система, на самом деле, уже знаний личности, то есть человек начинает видеть систему развития от себя, например, да, к другой личности или к другому уровню, как все-таки собственную систему знаний. То есть он здесь вынужден, или, так скажем, это ему нравится часто, он должен обязательно видеть, как с точки зрения там, технологий, какую-то систему там, познать, передать. То есть он воспринимает систему обмена информацией как обычные знания. И вот если в обычных знаниях выделить вот эту систему преобразования вещей, как я сказал, да, связь одной вещи с другой, следственные, причинно-следственные связи, то ясно, что можно не допустить ни одного там, правонарушения, например. То есть можно не допустить воздействия там, какого-то преступления и так далее. То есть видны все связи между элементами реальности, которые позволяют обойти какой-то процесс. И вот представьте, например, в человеческом понимании для Бога, когда создалась вся реальность, там же была масса задач, которые были, в общем-то, может быть, на механическом плане очень простые. Вот дерево может упасть куда-то там на воду, там двигается животное и так далее. И вот нужно сделать так, чтобы этого не произошло, и чтобы была какая-то гармония. То есть там масса систем, где нужно было преодолевать системы, может быть, каких-то противоречий, да? Значит, получается, для Бога преодоление противоречий – это фактически стремление всей реальности к Нему. То есть Он показывает вот этот вот, собственно говоря, как бы общественный для людей путь, да? Там молитвы, движение в сторону познания, знания Бога. А с точки зрения, например, той реальности, которая существует для каких-либо объектов информации, например, там тоже дерево, какой-то материальный мир, то они просто должны иметь свойства вечности. Потому что вечный Бог придает свойства вечности, конечно, и всем явлениям реальности. То есть тогда получается, что он где-то должен был в начале, в момент создания мира, заложить эту систему для любого объекта информации. И получается, что следующий уровень преобразования сознания человека через сознание Бога – это умение найти первичный смысл, первичный уровень для любого явления реальности с точки зрения вечности данного явления. Вот мы пришли в развитии цивилизации к тому моменту, что фактически уже целесообразно очень даже находить системы дистанционного влияния, когда там ядерная ракета, например, не взлетает, да? То есть дистанционное управление, когда то, что мы можем, например, сделать управление и создать систему вечности по уровню, например, там, материальному, кусочек земли, там, пусть там метр на метр квадратный, да, и толщиной, там, например, там, миллиметр или там, можно больше, там, 2 миллиметра, то если этот участок имеет свойство вечности, то ракета не сможет туда попасть и так далее. Да? Существует система взаимного влияния. То есть получается, что если мы уже сможем эту систему внедрить на всю систему реальности, именно вечное сознание Бога на всю реальность, то
человек естественным образом приобретает именно свойства вечного развития. И вот этот уровень естественности, ну, он, конечно, не совсем там подходит, как на надевание там вечных рукавиц, например, да, и человек становится вечным, а все-таки он начинает, человек, видеть в реальности тот контекст, который ему становится ближе духовно, то есть он духовно ближе воспринимает ту систему, где развитие вечное, где, там, например, свойства вечности каких-то вещей более проявлены, да? При этом, если мы смотрим, как какая-то вещь, она может, да, быть там изношена или каким-то образом там, порвана и так далее, но может быть речь о том, что не рвать вещь, да, для того, чтобы познать, что можно видеть структуру вечности, а здесь имелось в виду, что мы можем видеть действие Бога по отношению к какой-то вещи и по отношению к вам. Вот для Бога все явления уравнены. Если есть вечное развитие, то, в принципе, одежда у человека всегда есть. То есть, получается, свойство вечности – это не обязательно там одна и та же одежда, обладающая таким свойством. Это любая одежда, естественно, но главное видеть природу этих вещей, да? То есть, главное видеть, как Бог как смотрит на вас в этот момент. То есть, видеть через структуру вещей внешнего мира и находиться в том контакте, который нужен вам. Потому что ведь действие Бога – это же не наблюдение же за вами, это предоставление, напротив, еще больше свободы. Следовательно, следующий уровень пересечения сознания Бога и человека с точки зрения вечного развития – это когда человек становится все более свободным в своих действиях. Например, свободным от возможной глобальной катастрофы, свободным там, от заболеваний и так далее. И когда вы начинаете видеть такую структуру, то ясно тогда, что в принципе можно там знать, что те вещи, которые вам нужны, они у вас будут, да? Те системы, которые вы хотите реализовать, они у вас реализуются, потому что вы по принципу свободы все равно находите время. Ну, логический пример там можно привести, если есть свободное время, за это время можно что-то реализовать. Поэтому, когда вы видите большую свободу действий, значит, вы, соответственно, естественно, приходите к тому, что вы решаете вопросы в будущем. Значит, следующее как бы следствие уже преобразования сознания человека через сознание Бога – это приобретение и все еще больших свобод, да, в действии, в личном действии. И когда мы начинаем вот эти, ну, некие канонические, так скажем, принципы соблюдать, то мы вполне видим, что здесь мы имеем достаточно, в общем-то, огромный, по сути, для определенных точек зрения ресурс для того, чтобы суметь вот эту вот, собственно говоря, такую достаточно объемную массу, да, где сознание Бога и человека – это все-таки единый, то есть один уровень управления, то есть в одном как бы толчке взять и приподнять эту массу управления чуть выше. А что такое выше? Если вы смогли сдвинуть как бы, да, сознание Бога и человека своим личным действием этот уровень информации взять и сделать его управляемым, ну, хотя бы на миллиметр там, оптика эту приподнять, значит, что получилось? Вы уже синхронизировались с сознанием Бога, уже система преобразования такова, что ваше сознание взаимодействует с сознанием Бога правильно, потому что вы смогли сделать элемент управления как бы совокупным уровнем, Бог и человек, да? Сознание Бога, сознание человека. И тогда получается, что вы, делая вот это действие, как бы познание фактически, вот, да, на уровне управления, как бы, может быть, не вплотную, но решаете вопрос личного управления. То есть более ранние ваши задачи начинают решаться. Или целевое управление, которое существует сейчас, мгновенно может решиться. Вот это, кстати, уровень, часто можно использовать как уровень мгновенного управления. То есть берется, фактически выделяется уровень восприятия сознания Бога и человека, это один объем, и просто двигается система. Если чтобы сдвинуть, надо двигать именно с точки желательно как бы или горизонтально, или чуть ниже под горизонт, то есть снизу вверх. Просто векторно. И как только начинается движение, считайте, что задачи, которые вы в виде цели поставлены, часто задачи совсем другие. То есть ведь цель не здесь находится, не в этом уровне сознания, а в другом месте. И реализовывается эта цель. Так что вы сейчас делаете такое управление через уровень макроспасения, берете, выделяете фракцию сознания Бога человека и немножко как бы двигаете
геометрически. Вот эта сферка, там, она немножко двигается. И все, решается ваш вопрос. Я поработаю лишь с вами. Когда работаете по данной системе управления, старайтесь, чтобы ваш естественный уровень восприятия, то есть естественная система сознания, так скажем, вашего, эти системы были практически уравновешены. То есть старайтесь не выделять это действие как в систему концентрированного управления. То есть работаете так, как это вам свойственно. Вы же работаете своим сознанием. Значит, получается, что в пределах вашего сознания вам не надо напрягаться. Это естественное состояние, вам не нужно, например, увеличивать, что ли, ресурсы, увеличивать систему управления. И поэтому получается, что вы постараетесь здесь как бы сделать так, чтобы естественное состояние было управляющим. Достаточно часто не нужно увеличивать именно управляющий контекст, как бы, да, напряжение управления. Ведь для Бога весь динамически развивающийся мир, там, вся будущая реальность созидательного типа, где есть вечное развитие людей, причем каждого человека в отдельности, это реальность, которая существует, и она не вызывает у Бога какого-либо напряжения, он это просто знает, да, видит. То есть постарайтесь увидеть эту реальность, но через сознание. Вот можно видеть глазами, можно видеть душой, а вот постарайтесь увидеть сознанием личным. Видеть сознанием – это все-таки другая технология. То есть надо уметь выдвинуть структуру управления, например, вы делаете выборку фракции сознания, то есть там все сознание, одновременно там локальная область. То есть вы духовно понимаете, что там локальная область, то есть бесконечной величиной вы понимаете локальную область, да? Бесконечный дух переходит в точку фактически. А душа, значит, охватывает как бы внешнюю всю сферу сознания. И получается, дух и душа, взаимодействие духа и души, это и есть та фракция сознания, которая познает ту правду, что в будущем все, естественно, являются вечно живущим. То есть эта реальность, эта правда, она вырисовывается как бы, вот сам признак развития событий, это то, что вы к нему двигаетесь, но события существуют в любом случае. То есть получается, что вы имеете, в общем-то, свойственное достаточно для вашего сознания действие, когда вы что-то рассматриваете, вы же сначала воспринимаете какие-то события, последствия событий. Можно, кстати, посмотреть, когда вы на что-то смотрите, где ваша фракция сознания сначала как бы располагается. То есть какой ковер, то есть какой коридор реальности начинает разворачиваться. Или на что налагается ваше сознание. На какой конкретный геометрический объект или там территорию, на что конкретно. Можете этот, кстати, тренинг даже сделать, посмотреть специально. Например, вам нужно сконцентрироваться на художественном фильме в кинотеатре, который будет завтра. Да? Перед тем, как туда мысль как бы сфокусировать, вы же как-то сознанием охватываете какой-то элемент реальности, круг какой-то выделяете. И вот посмотрите приграничные области. При этом выделение фракций сознания, это есть определенная, кстати, звуковая еще среда. Можно выделить даже по звуку граничную систему. И посмотреть, где соприкасаются системы с вашей реальностью и почему. Так вот, как только вы найдете там мгновенный импульс Бога и найдете, где фракция сознания соприкасается с физической реальностью, вот этот элемент становится вечным в вашем восприятии физической реальности. Это может попасть на тело, там, на какой-то объект, например, там, материально любой, может попасть на духовную основу. То есть для Бога вы увидите, что действие сознания его по отношению к вам это однотипное действие. Он действует одинаково на вашу физическую материю, он действует одинаково на ваш дух, он действует даже, в общем-то, практически одинаково, но, правда, с точки зрения духа, на вашу душу. То есть он может показывать то, что он совершенно, значит, скажем так, макроуправленец в таком, да, человеческом понимании, то есть может действовать одновременно на все и, в принципе, с одинаковой как бы силой, да. То есть получается, что всесильность именно Бога в том, что Он дает практически полные исчерпывающие знания по всем системам реальности человеку. И по большому счету любой системе реальности Он дает возможность развиться до вечного уровня. Поэтому следующим уровнем преобразования человека через сознание Бога
является передача знаний любым элементом реальности о том, что вот вечное развитие — это есть канон именно вечности, это есть канон вообще для всех, не только для человека. И когда вы начинаете видеть эту реальность, то вы можете входить по аналогии с тем, как Бог мгновенным импульсом, да, входит в контакт с вашим сознанием, вы можете входить с любым элементом реальности, там, с молекулой, например, да, с атомом, с большой конструкцией, с домом и так далее. То есть можно профилировать системы там, уничтожения там, домов, например, влиять на молекулу, чтобы не было, там, предположим, там, ядерного взрыва и так далее. То есть вы входите в определенную систему, где вы передаете ситуацию, а дальше ситуация примерно то же самое. Вы смотрите дальше уже на себя, да, как бы на себя, и смотрите, когда Бог вам передает информацию, что вы делаете, как вы себя ведете. Тогда вы начинаете понимать, как реагирует другой элемент информации, имеется в виду не человек, а там какая-нибудь молекула, но не прямо однотипно, но, по крайней мере, вы понимаете, сколько нужно времени для реакции между вами и этой молекулой. То есть вы начинаете от синхронизации действий Бог и человек. Бог вам передал информацию, то есть фактически там, свою фракцию сознания Он предоставил вам для обмена, да, информацией. Он показал, что существует то-то, то-то, то-то. Вы это можете рассмотреть, можете, например, не смотреть, но, как правило, позже все равно становится это понятным, что хотелось от вас ранее Богом. И то же самое вы можете по аналогии увидеть по отношению как бы к внешнему управлению. Поэтому, когда вы делаете преобразование собственного сознания через сознание Бога, вы фактически охватываете в системе управления всю ту часть, которая касается именно всех явлений реальности. То есть вы практически можете тогда сделать управление, например, там, с любой стороны по отношению к человеку в плане именно, например, имеется в виду геометрически с любой стороны, сделать управление по, значит, тому, что где бы человек ни находился, поставить вокруг него те системы управления, которые создают ему вечное развитие. Значит, здесь получается, что вы как бы имеете универсальный доступ к человеку, ибо человек вечен, он позволяет такой доступ осуществить именно с точки зрения вечного развития. Там ведь его полная свобода, ведь здесь обратное действие. Вечное развитие, значит, человек в бесконечности полностью свободен. Значит, он там лично на полной свободе воли вам дает возможность как бы подойти с любой из сторон и передать вам информацию. Вот когда вы уже научитесь передавать информацию с любой стороны человеку, то дальше у него уже точно будет выработано, ну, как бы такое решение. То есть он либо там принимает информацию, либо нет. Но зато вы все системы как бы передачи осуществили. Также устроено и сознание Бога. Он создал большой мир, да, с большим количеством событий, или пусть даже уникальные какие-то события. И все это для того, чтобы передать знание Бога. Вы можете, например, знания взять, можете взять позже, там, но рано или поздно человек все равно все-таки, по большому счету, ориентирован на то, чтобы их принять. То есть изначально он так самостоятельно, в общем-то, выбрал именно такой путь человека. И поэтому получается, что когда вы, например, ставите вопрос, там, а почему именно такой путь там, выбрал человек, да? Значит, но ведь вся реальность это есть действие Бога, и он согласился жить в этой реальности. Значит, он такой путь и выбрал. Ну, один из логических примеров, ну и так далее. Можно найти духовный уровень познания этой системы. Когда вы находите как бы логический уровень выбора пути человека и, значит, стремление, там, скажем, сознания Бога ну, улучшить, облегчить этот путь, то мы видим, что на бесконечном удалении от вас, то есть бесконечном времени, бесконечной информации, естественно, вы там есть. Вот здесь вот возникает очень жесткая, однозначная уверенность, причем знание даже, что именно в бесконечном развитии вы есть, несомненно, в бесконечном развитии вы есть. Вопрос только в том, чтобы вот это было реальностью для духа, души, например, всех систем, а для сознания это абсолютная реальность в плане именно каждого последующего преобразования. То есть чем больше контактов с сознанием Бога происходит, сознание человека, тем точнее это знание. Сначала первый факт, ну, сделайте там 2-3 механического типа контакта, берете фракцию сознания своего
и выводите на высокой скорости цель, контакт с сознанием Бога, да? Произошла там вспышка света, все, контакт, например, есть. Увидите уже место, да, дальше и так далее. Дальше вы видите уже технологию, что нужно делать сейчас. То есть просто контакты с сознанием Бога как цель управления, просто если поставить, простая цель, преобразовать сознание человека через сознание Бога. И делать через любые универсальные методики данную работу, да, так скажем. Постепенно от самой работы, кстати, тело человека становится таким, что вот именно волны вечности как бы наплывают, и видно, что там человек вечен. Вот можно на него посмотреть, видно, что прям волна вечности стоит, и все. То есть получается, что он в бесконечном времени вечен. То есть здесь даже видно, что не в этот там конкретный момент он вечен, что как бы само собой в этот момент, а именно в бесконечности. То есть волны бесконечной вечности наплывают. Вот в этом и есть все-таки разница именно структуры сознания Бога и человека, где структура сознания это все-таки именно определенная величина, вот именно золотистый аспект такой оптический, он позволяет выделить такую серебристо-голубоватого цвета именно оптику вечности. То есть очень просто понимать элемент наплыва как бы волны вечности. А это очень важно для сознания, потому что здесь, когда мы начинаем, предположим, мыслить логически, мы можем выделить, например, сферу сознания, да, можно выделить сферу мышления и постараться соединить там сферу сознания со сферой мышления. Но здесь оказывается такой момент, как однополярные величины. Сфера мышления начинает сжиматься внутри сферы сознания. Ну, сознание более общая величина в данном случае. И мышление обладает разными цветовыми системами. Получается, что вот, мы можем сделать более концентрированное мышление, когда мы рассматриваем именно сферу сознания человека. То есть можно как бы специально даже не концентрироваться там долго, да, просто взять мысль с концентрацией и ввести просто в сферу сознания механическим образом. Мы получаем высокую концентрацию мышления, то есть осуществление действий становится более эффективным. И когда мы начинаем, например, там, в структуре мышления вырисовывать, предположим, ту систему действия, когда, например, нам нужно время, да, нам нужно взять и исключить, что как бы времени нет. Вот нам нужно сделать какое-то действие. Мы тянем мысль, мы расширяем сознание, или там, неважно, как бы механически что-то с ним делаем. Там, можно его сужать, можно его там делать более плоским или там более многогранным, без разницы. Здесь же мы можем управлять извне, как бы, да, душой можем управлять сознанием. И вот мы начинаем эту структуру двигать, то вот именно плоская система сознания, это взяли и плоскую линию отразили в сознание, но видно, что идет бесконечный свет от любой плоской величины. То есть сознание как таковая система не может иметь статичный образ. То есть вот плоская система, она как бы долго не держится, начинает моментально превращаться в большие клубы света, а там уже многомерные области начинаются. Более общая сфера, она достаточно долго может держаться. Потом мы приходим к тому уровню, что в принципе сознание это у всех людей достаточно однотипное, с точки зрения вечного развития, я имею в виду. Там у каждого человека сознание, в принципе, с точки зрения вечного развития, имеет примерно одинаковые системы, чем и выражена полная свобода человека. Он, имея одинаковую структуру сознания, добивается личных каких-то систем. Да? Это опять признак абсолютной свободы. Потому что, чтобы иметь вечное развитие, все равно как бы базовый школьный курс. Надо как бы брать какую-то оптическую систему управления и эту систему в виде знания брать и реализовывать. Вот и все. Там, в принципе, ничего такого особенного, по сути-то, нет именно в технологическом, что ли, моменте управления. Получается, что когда вы видите структуру управления как бы извне, то есть, например, там, для вечного развития вам нужно какой-то определенный объем сознания. Он виден, кстати. Вот сколько нужно человеку изучить, чтобы жить вечно. Ну, уже как не просто знать в какой-то момент, да, что он живет вечно, не просто духовно это осознавать, не просто быть уверенным, а вообще точно это сделать с точки зрения там, системного подхода. То есть фактически речь идет о том, что надо научить других, по сути, по большому счету. И потому что когда человек убеждает, что другие вечно живущие, он естественным образом переходит в однотипный уровень. Он тоже становится вечным уже даже поэтому. И гарантировать, что человек, например, живет вечно, любой, да, если хотя бы один живет не вечно, уже нельзя, система получается не та управления. То есть и система реальности не та. Если все люди, кроме одного, живут вечно, ну, с тем что-то происходит, да,
прекращается жизнь одного, то ясно, что все люди уже, нельзя сказать, что они живут вечно. Получается, что в любом случае вот это вот больше как система передачи знаний. Вот есть однотипная система, и система работает на всех. Получается, что этот объем, он достаточно понятен. То есть все люди должны жить вечно, да, некая там, сфера информации, да, например, там, Q0, условно, как в физике начальных классов. Там, дальше, предположим, второй уровень, там, каждый отдельно живет вечно, ну пусть это будет там, Q1, предположим. Дальше мы начинаем вводить в эти сферы свое собственное мышление. И вот когда мы начинаем подвод там, в эту сферу, в первую, там, вторую, подводить собственное мышление, как бы, да, то есть выделять мысли, сознание, то есть как бы брать и искусственно это отделять, эти системы, то мы видим вот именно взаимодействие, там, скажем, Q0, переток вот этой информации, это есть мгновенное действие Бога, то есть те знания, которые Бог сразу дал всем. И Бог дал сразу индивидуально всем, то есть каждому и всем сразу. Получается, что вот есть фракция в коллективном сознании, где эти знания достаточно просты. Естественно, что человек может один там посмотреть, передать, да? То есть, значит, раз он может, значит, у каждого человека чисто, ну, скажем, информационно, логически, умозрительно, так скажем, существует та область, где эта область существует внутри, например, физического тела, как признак индивидуальности данного человека. Ну, этот уровень существует и в духе человека, и в душе, и так далее. Но для общей объективизации есть физическое тело. Значит, физическое тело нужно с точки зрения сознания Бога для объективизации вечного развития и для как бы активации или там существования данной информации внутри человека. Поэтому получается, что вот мы сейчас пришли к тому, что даже как бы для хранения этой информации, да? Значит, а ведь если, чтобы информация вечно хранилась, то есть это мощные, кстати, оздоравливающие эффекты, знать, где эта область находится, ну, как бы хранение не обязательно, что это внутри человека. Это может быть элемент познания, да, человека. То есть человек не используется как там какое-то хранилище информации, а именно как точка естественного принятия. То есть человек лично принял это, он лично решил это, он же свободен абсолютно. И он хранит не потому, что он там взяли как ячейку, да, и вложили там для хранения, а что он выбрал этот путь, и он его защищает. Он берет элемент вечности и куда-то там, например, ну, что он может сделать для хранения? Там, может прятать, да, может там куда-то с собой носить в портфеле, например. Но самый лучший вариант взять и всех научить. Тогда ясно, что нельзя это никуда деть. То есть получается, что именно на личной инициативе, то есть не понятие, предположим, хранения как такового, а именно понятие вот того места, скажем, той совершенно, что ли, вот уникальной системы, где Бог доверяет человеку именно структуру вечного развития. Это принцип доверия, да, принцип полного доверия, и тогда получается, что человек живет вечно, потому что Бог ему доверяет, он говорит ему, да, вот есть такие-то знания, просто исследует их там найти, ну, предположим, там внутри тела человека, где максимальное свечение этой информации в момент каких-то действий, да, происходит. То есть, предположим, вы взаимодействуете с каким-то объектом реальности, ну, например, там, с компьютером, посмотрите, где больше засвечивается как бы ваше тело, так скажем, где больше свечения именно физического тела, и посмотрите, почему так происходит. Тело человека передает знания о вечном развитии компьютера, то есть, ну, как бы регулирует действие компьютера. Посмотрите, как работают вот эти микропроцессорные схемы. Взаимодействие со структурой вечной жизни человека там происходит по совершенно линейным законам. Кстати, любой технологический объект взаимодействует с человеком всегда по одним и тем же законам, хотя объекты разные. И если, предположим, объекты сделать такими, чтобы они, ну, как бы учитывали вот эту схему взаимодействия, то никакой объект не сможет разрушить человека, ни при каких условиях. То есть это специальные технологии, там, которые в будущем, они в любом случае будут реализованы, технологии, когда техника не уничтожает человека. Вообще ни одно событие не должно там как-то, например, там, негативно, с каким-то ущербом развиваться для человека. То есть получается, что вот Бог изначально заложил там свой личный, да, истинный путь таким, чтобы человек
смог этому научиться. Получается, что вот сознание Бога, преобразованное уже задачами человека, то есть ведь сознание Бога тоже может быть преобразовано с точки зрения человека, конечно, потому что у Бога все равно все знания есть, и все элементы сознания под его контролем, включая, там, скажем, собственный, да, уровень сознания, который контролируется душой Бога. И здесь получается, что все-таки сознание Бога преобразовывается. И вот этот уровень преобразования в человеческом сознании и обратный уровень, он как раз-таки показывает, что тело, вот любая система тела, вообще физического, в информации сознания Бога имеет бесконечную величину. То есть Бог может не воспринимать человека как, например, там, просто конечное физическое тело и все. Он может рассмотреть там, наличие одной клетки, там, кусочка поверхности кожи, там, где-то, или просто буквально одной молекулы человека с точки зрения бесконечной протяженности событий. Ну, то есть это как некая там информация выглядит похоже, ну, как некая как бы резинка, что ли, информационная, такая вот, обладающая свойством тягучести, система, такая пластичная, как бы прорезиненная среда, так воспринимается на уровне управления, что любая клетка человека, даже любой там атом, значит, обладает свойствами бесконечной растяжимости. Вот. То есть можно взять и как бы в информации растянуть, ну, конечно, имеется в виду растянуть на все события. Это как бы такой вот умозрительный элемент. То есть почему такая пластичная среда? То есть можно тренировать каждую клетку. Значит, и если начинать это делать, то это на самом деле очень мощный, кстати, механизм омоложения человека. То есть выделяется клетка, любая, значит, и дальше, или там информация клетки, конечно, имеется в виду, информативно выделяется. Дальше вы ее ну, как бы смотрите на нее с точки зрения, значит, ее бесконечного взаимодействия с любыми элементами реальности и начинаете управление то растягивать, то как бы сжимать. Вот растягивать, сжимать. То есть пока она не познает все системы внешней реальности, но познает именно сама. Вот здесь примерно то же самое, что Бог, когда дал волю человеку, и человек начал познавать, здесь то же самое. Вы дали волю информации, например, клетке, пусть она познает. И она начинает как бы группироваться, стягивать реальность и увеличивать, стягивать и увеличивать. Да? И поэтому человек воспринимает внешнюю реальность, как будто бы это некие флуктуации. То увеличение, то предполагает, что, возможно, существует уменьшение. Да? Значит, и когда вы клетку, ну, например, натренировали, скажем так, да, несколько секунд ее потренировали, взяли обратно, ввели в структуру организма, пошел мощный уровень. Вначале это, как правило, оздоровление идет, но потом уже омоложение через несколько секунд. И вот когда вы начинаете охватывать систему омоложения, адаптацию других клеток, да, к более молодой, почему она молодая? Потому что когда ребенок рождается, у него вот взаимодействие с внешним миром и также имеет пластичный такой характер, потому что много ему придется познать. То есть элемент познания и элемент передачи знаний. И когда вы через сознание Бога проходите в этом аспекте, то ясно, что Бог может иметь, скажем так, тот возраст, да, который Он хочет в качестве человека, но Он должен все равно быть синхронизирован с человеком. То есть Он должен иметь возможность, например, там, стареть, да, какое-то время и так далее. То есть получается, что Он фракцию, предположим, сознания переводит на структуру, ну, например, организма, но при этом он может и тогда, получается, омолаживаться. Захотел он там, постарел, захотел, омолодился, но он должен иметь естественный путь развития. То есть, получается, в чем разница? Разница между именно в физическом смысле, да, практически никакой нет, человек тоже может так делать. И когда мы, например, вот этот мощный переход с точки зрения вот именно, где это произошло, вот это, да, где эта передача знаний, начинаем анализировать, где, то переход, опять же, именно во всех людях цивилизации, и те, которые будут в будущем, что они должны жить вечно. То есть там нет вот именно такого некого, как вот понятия некого там хранилища, опять же, некой точки, да, как такового явления во всеобщем масштабе такого не существует. Есть только уровень, когда все люди могут и передают как бы взаимные знания. Можно, конечно, одному научиться, можно там миллиону, в принципе, научиться и жить, ну, по крайней мере, там долго, да, там, например, там тысячелетиями, но это не решает вопрос. Потому что если все это не умеют, и если нет коллективной функции
действия, то ведь существует угроза какая-то действительно внешних комет там, и так далее. Чисто логически существует. Поэтому, чтобы вся система реальности была как бы пропитана, да, именно вечностью, то есть неуязвимая среда, вечная планета, там, вечные там, деревья и так далее, естественно, вечные люди, то при любом развитии не происходит некого негативного действия внешней среды. Более того, постепенно вся внешняя среда начинает вот этим серебристым свечением как бы заполняться. То есть мы придаем уже дальше свойства вечности другим объектам реальности, которые от Земли как бы, да, на каком-то расстоянии просто геометрическом находятся в космосе. И получается, что мы имеем автономную тогда систему, которая недоступна для внешнего воздействия. Более того, она совершенно как бы организована, совершенно спокойно может передавать знания там, другие системы. И когда мы уже достигаем такого управления, возникает какое-то там третье управление, куда развиваться, тогда возникает простой смысл развиваться во все стороны равномерно. Значит, сознание Бога такое, что вот это вот свечение, да, скажем, равномерное во все системы мира, это есть уровень преобразования все-таки всей реальности. Значит, задача на человеке стоит большая, да, передача знания о вечном развитии всем системам реальности. Если где-то там, например, чисто логически, я имею в виду, там, встретится, что кто-то это где-то умеет, дай Бог, лишь бы больше это умело делать, да. Но, тем не менее, пока мы говорим о том, что это должен иметь каждый человек и человечество. То есть, когда это определено, то есть нам известны цели сознания Бога, например, в таком аспекте. Кстати, цели эти можно понять даже логически. Там, вечное развитие подразумевает вот этот процесс. И когда мы, дальше уже начинаем делать управление на свое личное бесконечное развитие, то механизм нам тогда уже совершенно понятен. То есть механизм развития сознания Бога, преобразование через сознание человека и наоборот, преобразование сознания человека через сознание Бога, это есть конкретный механизм, где нужно добиваться совершенно конкретных систем. То есть вечное развитие физического тела человека, создание для этого всех социальных, моральных, эстетических и прочих любых других условий. Да? Я специально выделил слово эстетическое, потому что там вообще подразумевается любых условий, о которых хочет знать человек, да, или о которых он думает. Поэтому я именно такое выделил слово, как эстетическая система, то есть эстетика развития. Получается, что когда вы начинаете делать управление здесь, то понятно, что как минимум социальные нужды человечества должны быть решены. Дальше начинается процесс уже управления, собственно говоря, именно бесконечной жизнью и так далее. И дальше, например, свойства среды, внешнее развитие, внешний мир. То есть четкая такая регламентация, да, то есть на каждом уровне понятно, что делать. С другой стороны, возникает уровень следующий, значительно делать бесконечное время. То есть понятно, что бесконечное время, вечно развиваться, возникает вопрос, не утомительно ли постоянно того, что заниматься одним и тем же, развиваться вечно и все. Да? Вот здесь на такой чисто человеческий, такой, может быть, несколько теоретический, такой вопрос может возникнуть. Всегда одно и то же, вечное развитие и все. Значит, здесь у Бога существует очень простой ответ. Значит, управление, фактически всей реальностью, да, это все-таки познание своей собственной личности. Ведь Бог, Он тоже познает личность, да, в том или ином своем проявлении. Значит, проявления достаточно многообразны, и понятия утомления там нет, там есть только счастье вечного развития. Например, просто развитие, это, конечно, тоже хорошо, какое-нибудь созидательное, но именно вечное развитие подразумевает наличие все-таки счастья вечного развития. Если человек уверен, что он развивается вечно, значит, компонент счастья присутствует обязательно в его восприятии. По крайней мере, рано или поздно он счастлив все равно будет, вечное количество времени. А раз так, то он эти элементы имеет сразу сейчас, да, сюда, здесь. Это происходит. Поэтому получается, что элемент именно вечного развития как идеология сама по себе, это уже признак счастья человека. То есть он счастливый, когда он хотя бы даже идеологически этим занимается, но не говоря о том, что когда он может себя вылечить, кого-то вылечить, сделать управляемые события, то есть он начинает убеждаться, и, следовательно, это есть его жизнь
И здесь не существует вот понятия утомления, там, понятия, что чего-то не нужно делать. То есть такие понятия как бы сами по себе они исключаются. То есть они не попадают, что ли, в сферу мышления, не попадают даже часто в сферу управления. То есть человек, как только он начинает эти технологии постигать, у него такой вопрос просто не стоит вот со временем. А может, вообще никогда не стоит. И получается, что наиболее там люди там, просветленные, там, просвещенные, они, видимо, могут не иметь вообще изначально этого вопроса. Это я имел в виду, что там через какие-то миллиарды лет, возможно, такой вопрос мог бы возникнуть, но ответ именно в самопостижении личности, и Бог же вечный, у него же такого вопроса не существует, он все равно же вечный, и он дает вечное развитие. Поэтому здесь получается, что одно из свойств сознания Бога — передавать человеку именно ответы на те вопросы, которые существуют с точки зрения как бы умозрительных, что ли, ответов и вопросов. И здесь можно, так скажем, взять и любые гипотетические вопросы придумать, любые. Так вот, на любые возможные вопросы всегда есть ответ внутри структуры сознания. В этом и есть система основное преобразование. Найти в структуре сознания ответы на любые вопросы. И причем лучше находить вообще в прикладном аспекте, как применить для вечного развития эти ответы. И когда вы начинаете уже вот это вот направление развивать как систему преобразования, может быть, там сознание других людей, которые должны тоже развиваться в любом случае вечно, то вы видите, что именно вот ваше направление, значит, такое, что вы уже имеете как бы личный уровень управления, то есть личный уровень реализации задач. То есть вы видите, что вот это вот уже именно зависит от вас, вы начинаете видеть, насколько много там зависит в перспективе от вас, да, в социальной системе там, или, предположим, в системе какого-либо будущего развития. И тогда вы начинаете вот уровень задач, которые Бог дает вам, воспринимать от того уровня, когда Бог только начал их давать. То есть вот он там поставил задачи с точки зрения линейного, да, временного процесса. Вы начинаете видеть, как он вам задачи как бы, так если сказать, там, расписывает условно, да, и начинает передавать. То есть вы видите скорость начала задачи, идущей от Бога, и передачи. То есть вы начинаете видеть функциональность сознания Бога. Но это же достаточно хорошо знать заранее. То есть вот задача еще не передана, да, вы уже знаете, там, видите вперед как бы. И тогда это очень много у вас возникает времени для того, чтобы задачу успеть решить, да? Так как Бог всегда однозначно дает задачи, и они, в общем-то, такие, что их надо выполнять, естественно, так как это все равно ваш выбор жить в такой бесконечной реальности, то получается, что вы, кстати, аналогично можно ставить задачи там, или там образование давать другим людям, то есть просмотрели, восприняли там какой-то из управленцев, там может делать что-то конкретное, взяли, поставили, передали или попросили сделать управление, да, и так далее. И тогда получается, что вот этот спектр передачи задач, но с условием, что вы видите, какая задача воспроизводится. Да, это есть уровень, когда уже происходит не просто там преобразование, а некая интеграция сознания Бога, сознания человека. То есть в момент постановки задачи Богом перед вами ваше сознание уже участвует в этом процессе. То есть в этот момент вы практически, получается, сами себе, да, ставите задачу, по большому счету. Потому что Бог же вам дал свободу воли, и значит, получается, что как только вы как бы, просматриваете этот момент заранее, то вот эта вот линия такого линейного управления, это вообще выглядит как совершенно четкая оптическая величина, которая очень устойчива, обладает свойствами некой такой, что ли, равномерности в управлении, то в этот момент вы, получается, сами же решаете свои собственные задачи, которые, в принципе, сами себе и ставите. Там момент тот, когда Бог перед вами ставит задачи. То есть вы очень близко подходите, очень точно к тому, как это делает Бог, одновременно с действием сознания. Начальная величина, действие и решение, да? И вот как только вы как бы приходите к этому моменту,
Что это технологически, ну, в чем выражается? Прогностически развиваются возможности и так далее. То вы видите уже, что да, для вас все осуществлено. То есть вы видите эту реальность. Все самое хорошее для вас осуществлено. То есть это вы в этом начинаете быть уверены, то есть или изначально уверены, скажем, да, от рождения. Видите, почему вы от этого, как бы от этой информации раньше, что ли, сделали здесь, почему от рождения вы были уверены в этом. Кстати, можно такой аспект даже увидеть в этой системе управления. И тогда, конечно, любое действие совершается часто и там иногда быстро, иногда там с каким-то технологическим процессом, но, по крайней мере, всегда устойчиво и уверены в результате. Так что сейчас сделайте такое управление. Соедините свое сознание на уровне предзадачи, как бы, да? Вот интервал оптический, здесь задача, Бог здесь ставит задачу чуть подальше, там, ну, 5 сантиметров информации. И вы просто вытягиваете управление и как бы начинаете участвовать уже здесь. То есть видеть задачу, которую вам посылает Бог заранее. И через эту линейную систему все события на этом уровне, они, конечно, решаются положительно. Потому что вы контролируете саму задачу. Участвуете в выборе решения. А если вы себе ставите решение, какую задачу, вы, естественно, ее решите. Сами себе вы ее ставите. Так что вот делайте это управление как бы в этой точке, вот в точке предзадачи. И старайтесь как можно больше задач решать вот в этом управлении. Я поработаю с вами вместе. Кстати, данное управление желательно делать в более таком, ну как бы, можно сказать, что ли, веселом состоянии вот внутреннем, потому что это очень удаленная система. Вот представьте, что вы работаете с бесконечной средой. Ну там идет, кстати, реально идет такой уровень большого количества событий, как бы уравновешивать среда, поэтому нужно работать, ну как бы в хорошем, что ли, настроении, то есть синтезировать, просто брать и делать управление на хорошее настроение. Потому что управление этой системой – это очень сильный уровень регулирования вашей как бы следующей позиции. То есть, когда ставится задача от Бога, это все-таки достаточно далеко по расстоянию. Вот. И поэтому старайтесь от себя как бы генерировать вот это вот хорошее настроение. То есть, ну, в обычном нормальном настроении, что ли, делать управление. Потому что я не так часто употребляю, что нужны какие-то специальные состояния, да, говорю, что как хотите, так и значит, делать управление, но в данном случае я даю рекомендацию, надо это делать лучше, с хорошим настроением, там, не с неким веселым контекстом, потому что идет контакт личности Бога и человека. Это не значит, что просто Бог там что-то вещает, и человек в таком сосредоточенном варианте должен на это все реагировать. Да? Просто он должен в обычном человеческом плане брать задачи и спокойно на человеческом уровне влиять. То есть на человека ничего не может негативно повлиять. Ну, раз на вас ничего не может негативно повлиять, то значит получается, что это, ну, как бы повод для веселья, да? Вот такой логический переход. Поэтому, получается, надо именно эти задачи делать все-таки, ну, как бы технологически с хорошим уровнем веселья, то есть, ну, как бы внутреннего, что ли, плана. Значит, когда контакт на уровне сознания Бога и человека, то есть человек контачит с Богом как человек-человек. Вот это вот важно. И когда вы начинаете эту систему видеть, то, естественно, человек всегда, по большому счету, может договориться с другим человеком по тем или иным аспектам, да, по крайней мере, по линии вечного развития точно. Поэтому получается, что здесь можно вполне увидеть, ну, как бы с точки зрения технологий, там, да, вечного развития. Вот представьте, масса элементов управления существует у человека, и когда он развивается вечно, получается, с каждым из людей, да, может встречаться вечное количество раз, ну, чисто вот абстрактная такая модель, то, естественно, система решений будет на самом деле полностью та, которая исчерпывает все возможные межличностные отношения. То есть почему Бог настолько устойчив в системе личностного плана, да, управления, он имеет бесконечное время, и он сбалансирован по отношению к любой личности. Вот. И именно поэтому существует обязательность всеобщего воскрешения, потому что личность и Бог решили все вопросы жизни между собой, на самом деле. И поэтому, получается, они обязательно будут живы, правильно, те, кто имел жизнь.
потому что вопрос уже решен в отношении них на личностном плане. И получается, что, ну, понятно, что сейчас главное людям не умирать, да, и так далее, как ну, именно действие по задаче вечного развития. Но вот в личностном контексте это понятно, что как только возникает личное отношение человек-бог, то человек становится сразу же вечным. И когда мы видим, например, вот эту систему, да, преобразования сознания человека, когда непосредственно человек, значит, собственно говоря, так преобразовывает в конечном счете свое сознание, что воспринимает Бога просто как личность, и ту, которая дает именно знание вечного развития, и сам при этом передает эти знания другим, то естественно, что его управление становится совершенно естественным, устойчивым, и таким выраженным с точки зрения как бы с бесконечного развития, то есть из бесконечности к нему приходят определенные там ответы, ситуации, получается, как бы даже. И он начинает понимать, что внешняя среда ему начинает, внешний мир, как бы, вот, так скажем, да, внешняя событийная система начинает помогать. И здесь, в принципе, он начинает видеть, что Бог на самом деле лично для него заложил в вообще многомерной, там, бесконечной реальности совершенно конкретные системы решения его задач. То есть он начинает это видеть, что вот конкретно где лично для него. И как только он начинает вот эту систему, ну, как бы более, что ли, детально распознавать, то, в принципе, любая система управления, естественно, реализуется гармонично, естественно, он достигает созидательных каких-то элементов, и созидательно достигает управления, то есть его управление никому там не мешает, никому не причиняет вреда и так далее, и так далее. Но вообще направление на вечное развитие вообще никогда никому не причиняет вреда, потому что все равно всеобщее управление для всех. Там, предотвращение возможной глобальной катастрофы, все системы, которые связаны именно с макроспасением, они при любом сочетании событий никому вреда не могут причинить. Это изначально как ну, постулирующе, логически ясно, и ведь это и есть осуществление технологии, когда нет кому-либо там отрицательного действия. Поэтому в вечном развитии здесь важно распознавать вот именно личный устойчивый уровень, когда вы уверены лично, то есть вы себя видите в том уровне, когда вы духовно воспринимаете какое-то свое хорошее событие, да? Когда вы душой воспринимаете какое-то полезное событие, оно устойчивое, и вы спокойно, в общем-то, реализовываете какие-то там промежуточные дела. То есть это вот уровень спокойного, устойчивого состояния. И он может быть достигнут через как раз-таки преобразование сознания человека через сознание Бога. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.